Здесь все на своем месте. То есть читаешь цель, читаешь аспекты. Все. Аспекты должны быть. Почему? Потому что это как введение, то есть подготовка твоего подсознания работать. Ты не можешь это вот так вот отпустить на самоволку. То есть подсознание должно знать, что хочет сознание. Аспекты такие. Вот было это. Вкратце описала историю. Хочу, то есть тоже должна быть цель. Хочу сделать так, переиначить. Ну, что ты хочешь, чтобы Окей. подсознание знало, что ему делать. Ну, в принципе, Женя, ты читал, да? Ведь ты Да, понял, да. так и есть описание и что я хочу. Нет, главное, что ты скажешь еще. У нас был случай, когда женщина написала Мгм. цель, а потом она ее не зачитала. То есть начали бла-бла-бла говорить с аспектами, и все. Мы дошли до контракта, и все, я думаю, как она, цель же была, как это так, как это. То есть, а она не озвучила. Она думала, что это само собой разумеющееся. То Ясно. есть это не само собой разумеющееся. То есть в эфирном пространстве все настолько точно, настолько все конкретно. Вот. Там ни этих шуток. Это мы на уровне сознания там попридумывать можем все, что угодно. Вот это значение такое, это такое. Пишем пикни, в смысле позвони. Мгм. А в эфирном пространстве пикни это пип, это не позвони. Но мы можем говорить, ну пикни мне будет время. Ну, ясно. А в эфирном пространстве, если скажешь пикни, ну там будет пи. Мгм. Там пикнут. Что хочу сказать. А, Ребята, это, конечно, ну, это не для общего, только для нашего, троих. Прошлый сеанс был необыкновенный. То есть у меня все очень резко поменялось. Я имею полный фан, полное удовольствие от жизни. Хотела, посмотрела. Я говорила, что уже даже я смотрю по-другому. Только вот даже еще толком не проглядываю, но уже знаю, это место, ну, на паркинг свободное, это место свободное, это. И я четко еду, и оно есть, все есть. То есть вернулось очень много. Так что, ну, мы достигли цели. Благодарю. Поэтому я и написала благодарю. Благодарю, потому что я действительно благодарю первоисточник за то, что он мне послал вас. Понимаете? То есть это все чисто и откровенно. Ребята, Благодарю. вы молодцы. Мы должны благодарить в первую очередь себя. До меня сегодня дошло, так уже, это всегда я знала, но когда Мгм. бывает такой момент, когда вот оно просто становится все так очевидно, вот, что чем отличаются миссия, скажем так, и антимиссия. Миссия каждого человека, каждой частицы Вселенной, Всесвіту – это гармонизация. Даже эфирные масла, они чем уникальны? Они гармонизируют легко пространство, то есть доводят до нормы, до некого шаблона, до некого эталона во Вселенной. И вот, антимиссия какая? А антимиссия – это спасательство. И вот это на Иисуса, которого навешали эту миссию, которую он не собирался ничего этого выполнять. То есть спасателя. А никто никого спасать не может. Каждый должен решать свои проблемы. А спасательство – это как раз вот эта программа жертвы, палач. То есть каждый спасатель, тот, кто нарушает границы другого, насильно спасает, да, это кто? Это агрессор и это жертвяк одновременно. То есть это он выполняет вот эти роли вторжения. Это не спасательство, это вторжение. Потому что, может, человек не хочет, чтобы его спасали. Согласна. Насчет Это, этой... это была книжка для детей английского языка какого-то там 18 века.
и там про королевы Англии, что ли, или Великобритании, и говорилось там, что в день коронации королевы у них там по обычаю должны отпустить каких-то там в тюрьме приговоренных. И там были какие-то вот эти как Лука, святые, вот эти, Мгм, которые мгм. Евангелие писали, и это, Павлу. собственно, да, и спрашивает королева, а давайте сначала их спросим, хотят ли они, чтобы их выпустили оттуда. Но там интересно то, что вот эти евангелисты, они как бы, получается, жили там в 16 веке, получается, или там в 17 веке, а не во времена Христа. Цель. Найти первый главный контракт, который повлек за собой множество других контрактов и подконтрактов. Я чистая божественная душа, я человек. Я отказываюсь быть жертвой. Я расторгаю все контракты, отменяю все программы, возвращаю все кармы, которые моя душа получила путем обмана под влиянием программ. Провозглашаю вечную жизнь. Хочу родиться заново. Записью в книге жизни. Продолжение развития ясновидения. Вернуть весь забранный у меня потенциал. Генетическую память первоисточника. Очистить все чакры от блокировок и воздействия на них. Проверить, очистить древо, родовое древо. Теперь аспекты. 32 года назад я посетила онкоцентр на Каширском шоссе города Москвы. Это как раз вот перед отъездом в Америку. Был стресс, конечно, очень большой. Думаю, что все, съездила, типа этого. Надо было ждать 2 часа до прохождения тестов. Мы зашли в церковь. Мое внимание привлекла икона Божьей Матери, взыскание погибших. Через несколько минут я уже рыдала на коленях перед этой иконой. Бывший муж меня практически вынес из этой церкви на улицу. И что вы думаете? Я была поражена любовью, наполняющей меня светом и теплом, любовью ко всем и всему, что меня окружало. Эту любовь нельзя было сравнить ни с какой земной любовью. Ни к родителям, ни к детям, ни к мужу, возлюбленным, никому. 2 года назад на первом моем сеансе, немножко больше, чем 2 года, я отменила свое крещение. Но до сих пор эта любовь во мне. Хочу знать, кто послал мне эту любовь. От Творца оставляю, от кого-либо еще запрещаю любое вторжение в мое пространство и отправляю карму. Второе. 10 месяцев назад у меня был сеанс с Викой и Тарасом. Моя цель была вернуть ясновидение, от которого я сама отказалась. От испуга, непонимания происходящего со мной. К сожалению, желаемый результат не был достигнут. Я уверена, что я не до конца прониклась смыслом духовного развития. В июне этого года я получила прощение. Я просила прощения у себя, первоисточника, за все. Я получила его. Мог ли Тарас препятствовать обнаружению моих истинных причин отказа от духовного развития? Вопрос. Было ли содействие в том, что я закрыта? Я должна быть закрытой. Третье. Около 2 лет назад через YouTube в мою жизнь пришел Цельнозор. Я была поражена его интеллектом. Он представил море информации. Разумеется, что я сообщила своему окружению. Не буду перечислять, близкому. Об этом уникуме. Прошу прощения у себя и первоисточника за информацию о нем и за восхищение им. За все
что помогло ему закрыть правдивую информацию от первоисточника. На что я притянула его. Как так получилось, что я восхитилась? Я прощаю себя за содеянное, включая восхищение им. Я окончательно расторгаю все контракты с Ильназором и возвращаю ему карму. 6 лет назад я познакомилась на берегу залива с Наташей. И только в этом году на протяжении 3 месяцев 2 раза в неделю, свободные от работы дни, у нас был близкий контакт в том плане, что утро на берегу мы заплывы делали, а после обеда уже покупали продукты, я возила, несколько раз ходили аут, ну, покушать днем. И одной из характерных черт ее поведения было, что во время беседы, даже когда я молчала, она могла на повышенных тонах прерывать эту одностороннюю беседу словами «все, хватит». Вы понимаете, это стресс. Думаешь, как так? Даже не успел врубиться, что происходит. Теперь с помощью музы она написала 2 книги. Хочет приступить к написанию 3. Первый неистовый крик был в тот же день, когда я только что прошла сеанс с вами в июне. Я была в полном восторге. Такое расслабление. То есть я не имела, как сказать, моя душа была открыта. Я еще не могла никак закрыться от окружения, если мне что-то не нравится. Это было по поводу моего духовного развития. Позвонила это Наташе и пригласила меня посетить, по-моему, это сборище барабанщиков после заката солнца с наступлением темноты с костром или кострами. Ну, короче, должны быть костры. На что я ответила, это шабаш. Ну, для меня это шабаш, самый настоящий. Сама не пойду и тебе не советую. Так она так начала кричать, давай разберемся, типа я не имею права судить кого-то, рассуждать. Я сказала, что мне надо идти, и все, прекратила этот разговор. Но самое главное, что я хочу знать, кто она и какова миссия ее по отношению ко мне. То есть вот 3 месяца назад я увидела, что это ненормально. Но миссия, какова миссия? Может быть, я должна быть терпимее, может быть, еще что-то. Ну, короче, я не справилась с этой задачей, и я ее очень так отпустила мягко, и я не могу с этим бороться. Или наоборот, выполнила свою миссию. Или наоборот. Но все, я не хочу больше. Ну, смотри, даже не углубляясь в какие-то тонкие планы, что говорят психологи? Психологи говорят, с абьюзерами жить нельзя, общаться нельзя, сотрудничать в бизнесе, в работе нельзя. Это люди, которые очень легко приступают к оной вселенной. У них нет доброты. Вот смотри, ты говорила, что ты восхитилась интеллектом. А вот что Лихачев говорит о интеллекте? Лихачев, советский ученый, да, что он говорит? Он говорил, что мудрость – это ум, соединенный с добротой. А ум без доброты – это хитрость. То есть мы не обязаны общаться и помогать хитрым людям, то есть людям, которые лишены души, лишены божественного источника любви, гармонии и доброты. Согласна. Я согласна. Ну, есть слова в Библии, которые приписывают Иисусу, вот, и это то же самое. Эта мудрость говорит, что не нужно разбрасывать перлы перед свиньми, а то они и перлы пожрут,
обернутся и вас сожрут. То есть и отношения с абьюзерами всегда одинаково заканчиваются. То есть помогать, присмыкаться, бояться, любить или что-то еще как-нибудь коммуницировать с абьюзерами, с людьми, лишенными духовного начала божественного, всегда заканчивается одинаково. Оборачиваются и своих же пожирают. Тех, кто им помогал. Я Так что, это поняла уже много лет назад. Те люди, которым я помогала день за днем, год за годом, помогала, в конечном итоге они обернулись ко мне врагами. Ненависть. За что? Я не могла понять. А потом я поняла, что чем больше ты помогаешь человеку, он чувствует, что он не в состоянии сделать того, что делаю я, и он начинает автоматически тебя ненавидеть за это. Я это поняла, если я правильно понимаю. Именно так со мной правильно, происходило. потому что они в первую очередь ненавидят себя. То есть это очень глубокая духовная травма, и они очень сильно ненавидят себя, а все программы двусторонние. Как сказать, что-то или есть, или чего-то нет. То есть если есть ненависть, то она проявляется ко всему и ко всем. И к самому человеку. Если есть любовь, то она то же самое проявляется ко всему, ко всем одинаково. То есть человек не может сюси-пуси любить там мышку, там укладывать ее в кроватку розовыми шторками, там ее покрывалками укрывать и одновременно желать смерти другим людям. Теперь, если я действительно имею хороший опыт в своей жизни, то я бы хотела поделиться этим опытом со Вселенной. Если он не порочный, если он, будем говорить, светлый, этот опыт. Я делюсь. И, конечно, я благодарю себя за работу, которую я провела. И ты помнишь прошлый вторник? Я говорю, нет, я сделаю только в понедельник. Я сделала аспекты в среду. Я не могла успокоиться. Все это продумывала. Смотри, уж если ты затронула тему цельнозора, скажи мне, пожалуйста, а его этими штучками магическими увлекалась? Что-то делала? Да, какие-то животные должны были, типа... Пантерки? Да, пантерки. Но они у меня не были в глазах пантерками. Это были какие-то такие блестящие, огненные, такие маленькие потоки. Да, это было. Что еще делала? А еще я сделала его лейбл, Символ? символ. И как только я узнала, я тут же вынесла на улицу и сожгла его, этот символ. То есть когда я поняла, что это совсем не то. Ну, да, Рассылала помощников? Нет. Нет. Помощников. Почему? Потому что я не имею права вторгаться в пространство других людей. О. Если я что-то делаю, я делаю только сама для себя. Хорошо. Если плохо, то плохо. Люда, хочешь отказаться от этого? Решительно. Решительно от всего, что меня связывало. Все восхищения интеллектами, всем на свете, никаких пантерок. Не верю теперь никому. Я это единое целое. Я, будем говорить, ребенок, дитё Бога. Понимаешь, я божественная душа. Это действительно так. Это не издыхание, ниоткуда. Я себя ощущаю божественной душой. Мне даже волосы поднялись. Я сегодня просто такие тоже думала, знаешь, мысли такие, что сверху мы обычные люди. То есть в обыденной жизни мы обычные люди, а внутри мы боги и творцы. Безусловно. Вот. Умничка. Ну что, начинаем, да? Виктория, ты в эфирном пространстве. Угу. Что ты видишь?
Я вижу, слышу тачки и вижу, мне снился сон. И я вижу такая вот это, снился сон. Сейчас я тебе скажу, что, ну, такая дорога, знаешь, как эти гонки. Мгм. Вот Вот. какой-то вот такой поворот, а я как будто бы смотрю на это. И две машины, и одна объезжает вторую так очень искусно, и она выезжает, и вся машина вот так до половины как погружается как в такое болото. И выезжает. А я подумала, что это за болото такое? И взяла эту машину мысленно, вот так подняла и увидела там какую-то энергию снизу. Ну, я ее почистила, то есть этот сон как бы ликвидировала. Мгм. А сейчас я вижу вот эту, оно прям навязчиво так, тачки, тачки, две тачки, две машины. Одна, и что интересно, у этих автомобилей глаза, они как с этого мультика. Только, Мгм. ну, глаза не как фары, а сбоку вот так. А эта машина, которая стоит сбоку, она вот так смотрит на эту, которая вот так так сделала такой поворот, и через такую огромную лужу, а болото очень такое какое-то густое. И эта машина вот так вырвалась. И вижу, что у этой машины подключка в сектор магии. Мгм. Так. Ну хорошо, Виктория. Если Так, будет касаться, оно да, выйдет. да. Отсоединись, Виктория, от всех и всего. Мгм. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Людмилы. Людмила. 1, 2, 3. Я ее вижу, но пришла вот такая картинка, как будто вот она подъезжает, ну, мысленная такая, как виртуальная, как Мгм. она вот смотрит, ищет свое парковочное место, и Так. вижу, она ам, это как будто находится у нее с правой ноги. А она большая стоит и держит как будто такое, скажем так, как полотенце, такую волну. А она такая, как бетонная с правой стороны. Мгм. Она Знаете, бетонная. как есть эти иконы Матерь Божьей, там этот рушник держит. Рушник, да. Да, Мгм. только они, вот она как будто, только он по-другому выглядит. И он почему-то бетонный. Она его так снизу держит. Мгм. А вот. Сейчас я... Так, ну хорошо. Отодвини эту ситуацию, Виктория. Мгм. Считай эфирная ДНК, Людмила. Она ли это? Так, я вижу ее сердечную чакру, а там, где голова, идет такое, как я слышу, затемнение, как будто бы такая волна идет в сектор интерферента. А где душа, здесь такое свечение, которое делает такие, как спирали, вижу, и в сектор первоисточника. Мгм. Так, Сейчас я ей, считай. сейчас забираю М. эту тучку. Вот она упала. Я приказала этому забрать. Мгм. Да, это она. Мгм. Спроси у нее разрешение. Потрудиться с ней для Она нее. разрешает. Мгм. Так, что на первый план выходит, Виктория? С чем Ну, нам вот начать? сектор магии. Кто-то Мгм. там, Ты, вот эти все конструкции. значит, приказываю, кто находится в секторе магии, проявить согласно физической ДНК.
Так, черная борода, Мгм. глаза шары. Приказываем ему отвечать, кто он такой. Говорит так, Илья сейчас назвался Мамаев, а перед этим сказал Илья Монастырский, потом Илья Зуев, М. потом Мамаев. Так, хорошо. Так, приказываю этому Илье отвечать, что он делает в пространстве Людмилы. Отвлекаю, говорит. Так, от чего отвлекает, приказываем отвечать. Говорит от уничтожения эгрегора. Угу. Так. Виктория, считай информацию, что это за эгрегор, о каком эгрегоре идет речь. Я слышу зависть, я вижу, что в секторе интерферентов такой черный, как шар, и от него такая же идет, как у Людмилы вот эта спираль. Угу. Она вот так идет, такая волна, знаешь, как спираль. И такие вот шары. Тут, тут, тут. Когда я посмотрела на эти шары, они считываются как доблесть. А такая же, только черная конструкция, только такой огромный шар. И такие черные вот эти штуки в сектор божественного источника уходят. И как бы соединяются там в одной точке. И когда я смотрю на эти энергии, считываются как зависть. Угу. И вот Так, эти две автомобильки, которые одна так лихо проскочила, обогнал. а другая как бы застряла в этом и просто вот так сбоку как бы смотрит. Так, хорошо. Я Илье приказываю отвечать, каким образом он противостоит Людмиле. Что он делает, что он отвлекает, какие его воздействия. Он говорит, что он Вельзевул, вот так говорит и так раздувается как-то. Угу. И вижу в его же картинке, слышу Наташа, вижу как пляж, и ходит такая женщина с книжкой. У нее вот так книжка перед глазами, вот так, очень близко, как будто бы прямо вот так. И Угу. она вот так ходит, и глаза вот так втупились прямо в эту книжку. А эту книжку держит такой черный, считывается паук, Угу. схема, ну, матрица безобразного мышления или Вельзевул. То есть это дух пространства, поглощенного тьмой. Так, ясно. Значит, получается, через Наташу он пытается отвлечь от Не уничтожения. только через Эгрегора. Наташу. Я вижу, М? что бывает клиенты приходят. Какой-то клиент пришел тоже. То есть это люди, носители программ. Угу. И они как автоматически срабатывают. Я вижу какой-то мужчина, он как бы смотрит как-то сверху, а у него как змея, черная энергия. И вот эта Наташа, оно так и звучит. Угу. Она считает себя какой-то феей, что ли. Так, понятно. Так, я этой Наташе тоже приказываю ей проявиться и отвечать, что она делает в пространстве Людмилы. Ну, подожди, что все на С кучу Ильей, будет? с Ильей разберемся. Хорошо. Да, не надо валить все Отменяю на этот кучу. вопрос. Мгм.
Так, хорошо. Давай посмотрим, каким образом Илья проникает в пространство Людмилы. Где крючок, зацепка? Я вижу, как Людмила вот эту показывает энергию, которая такая, Мгм. как дымка черная. И она говорит, что я сама разрешила. Так. Пусть Людмила покажет это событие, когда она это разрешила, что происходило, что она сделала. Я вижу, что у ней сработали программы. А эта программа, она справа находится. Как черные руки, так вот сделала. Ай-яй-яй-яй-яй. Восхищение, идолопоклонство. Мгм. И я вижу, что это притянулось на тот случай. Вот в секторе магии Людмила находится по отношению к себе самой. Она буквально как упала к ногам Божьей Матери. Это Мгм. программа. Но я вижу, что она как столб, а эта энергия какая-то с этой Божьей Матери смотрит так на нее. А она там вот так... Мгм. Сейчас я с ней поговорю. Она такая светящаяся. Что ей там на коленях делать? Я вижу, что у нее эти программы. Сейчас. Коленопреклонение или идолопоклонство. Мгм. И идут слова из Библии, что не будешь смотреть на лицо человека. То есть, что это значит? Что это значит? Нелицеприятен, то есть не будешь возвеличивать человека. Ну, Мгм. м, Как это относится к Людмиле? Не будешь смотреть на лицо. сейчас я посмотрю, что это означает, потому что мне не очень понятно, конечно. Мгм. Нелицеприятный, то есть... А, я вижу, что это означает вот так. Я вижу, что кто-то из интерферентов передают такие, как золотого цвета, как будто трафаретики такие круглые. И вот так они накладываются друг на друга на эту, да, Деву Марию в том моменте. Вот. Мгм. Вот она спрашивала, кого она чувствовала. Она чувствовала себя. Вот она свою душу почувствовала впервые, потому что сильно большая разница была между этими энергиями черными, между этими Мгм. программами и ее внутренним. Вот. И на это идолопоклонство, преклонение перед человеком, вот это восхищение. Мгм. Восхищение открывает, я вижу, восхищение открывает, я слышу затмение. То есть так срабатывает внутренний критик, что душа как бы нараспашку. То есть когда человек вот восхищается, то в этот момент как бы закрывается от того, чтобы увидеть реальные вещи и начинает приписывать человеку, ну, как бы несуществующие какие-то стандарты или скрепы. То есть Мгм. Духовная слепота появляется. да, то есть, и наоборот, отношение критическое, то есть поставить под сомнение, наоборот, включает внутреннего критика и помогает воспринимать мир таким, какой он есть, без лицеприятия. Теперь понятно, лицеприятие. Я вижу, как эти трафареты на эту честную женщину понавешивали, да? А почему? Потому что она, эта Дева Мария, никакая она дева не была обычная женщина. Мгм. Муж у нее был, вот, родила этого сына царя, то есть все там не так было. Навешали именно, сделали культ, я так и слышу, культ
с программ. Не культ Мгм. с благочестия, а культ с тех негативных программ, в которых культ буквально, я слышу, тьмы. То есть этого безобразного, безобразного пространства. Вот эта Мгм. программа жертвы, предательства, которым подвержена каждый человек в этой системе вещей, то именно это было как превознесено, как какая-то добродетель. Мгм. Это чтобы скрыть реальную личность. Вот, ну это же я была этой, типа. Ну да, использовать Да, чтобы тебя закрыть, для того, чтобы человек э, да, чтобы заблудить его. заблудить, да. Мгм. Так, хорошо. Спросила Людмила, видит ли она сейчас, что произошло при посещении этой церкви? Да, сейчас я смотрю, она одевает в этот момент, она преклонила колено перед этой Марией, и я Мгм. вижу, как буквально из-за этого решения ее она одевает такой платок, а, как гипноз, Мгм. такой как треугольный, и он считывается тоже как как бетон. Мгм. Так, Вот. а как считывается вот это м, полотенце или как вот это одеяние на голову считывается, что из-за свойства этого? Я вижу, что Ага. Мгм. этот бетон, он имеет форму вот так вот, как стол, только как будто бы ножки раздвинулись. И одна уходит в сектор магии, а другая в сектор интерферентов. А вот этот треугольник над головой, он типа Мгм. как платок, символ покорности. И от этого платка вот Мгм. такая привязка к этому столу. А этот стол, сейчас я посмотрю, что это за штуковина. Мгм. Она Что это? тяжелая. Считывается магический путь познания истины. Мгм. То есть, да, мне теперь стало понятно. То есть, когда человек желает, а, ну вот это слово идет уже второй раз, насладиться, наслаждение. То есть я уже должна его сказать, вероятно, что-то важное. То есть первый раз она наслаждалась энергиями восхищения. Вот когда было, я видела Ильей, потом раньше вот перед этой иконой а, Мгм. я слышу насладиться слабостью. То есть Слабость. получается какое-то удовлетворение, какая-то энергия выделяется во время ощущения а, слабости. Хм. И Непонятно. она, да, я вижу, как она этот платок, который, ну, он типа платок, как косынка, но такой толстый, она его выкручивает, и оттуда такая черная энергия, считывается ненависть. Мгм. То Так, есть слабость порождает ненависть. И вот этим имплантом она тогда себя наградила, скажем так. И я вижу, что эзотерическое понимание Вселенной, когда человек, его живое желание соединиться с первоисточником, со Вселенной, то есть она чувствовала свою собственную энергию любви, которая была в ней, Мгм. да, и думала, что это кто-то ей откуда-то прислал. Это никто не прислал. Она в очень темном месте находилась. Оно буквально как сосредоточение гадости мне идет. Всех земных гадостей. Вот. Мгм. А она там.
в этих гадостях была как, а, считывается пречистая. То есть это духовная составляющая ее души, это считывается как, ну, Мгм. чистее чистого, то есть абсолютная чистота. Мгм. А энергия, главная энергия священной вселенной или всесвяту, это есть любовь. И она ее почувствовала. Мгм. Так, а почему, Виктория, это вот в этом месте так произошло, что она смогла почувствовать, что повлияло на нее, на это соединение с ее духовной? Я слышу эгрегор. Вот этот имплант, который преклонить, который вот Мгм. в колено вошел, и ее как будто бы дернул, чтобы она буквально упала на колени перед этой иконой. Это в секторе магии. И там как будто есть такой инструмент. То есть это так программа работает Мгм. и связывает с интерферентами. Какой вопрос у тебя был? Ну, каким образом она смогла подсоединить, то есть почувствовать ее душу в этом таком месте? А вот эта вся и информация, которая там, она считывается как угар, информационный угар. То Мгм. есть я вижу, что весь этот антураж и все это было так подстроено, чтобы извлечь, буквально извлечь из ам, вот это эксплуатировать желание, Мгм. желание. Какое желание? Сейчас я посмотрю. Какое Ну, желание? я вижу Мгм. вот так, как раскрыться, то есть, да, вот эта гармонизация, Мгм. то есть соединение с первоисточником, с любовью, то есть войти в свое. То есть каждый стремится, это по-нашему можно сказать вера. То есть вера– это не то, что веришь в какую-то ложь, а это, можно сказать, как знание, внутреннее знание, уверенность. Слово вера от слова уверенность. Я слышу в завтрашнем дне. То есть уверенность в своем будущем, в своем Мгм. месте. А будущее у нас всегда где первоисточник. И вот, а там вот это весь этот антураж информационный, чтобы преклонить. Я вижу вот это весь механизм там. И связан Так. он с этим эгрегором. Этот эгрегор, он и называется эгрегор зависти. Мгм. Так, я приказываю хозяину этого эгрегора проявиться согласно его эфирной ДНК в его пространстве. То хозяин, главный этого эгрегора, приказываю ему проявиться. Ну вот появляется этот Вельзевул, Взял. как Мгм. вездесущий дух, дух матрицы, Мгм. которая, ну это как программа в компьютере. Какую программу поставишь, так компьютер и будет работать. Вот. Это как программа всего пространства, Мгм. как, ну, в Библии написано, я слышу эти слова, как поднебесный дух, то есть это высшие сферы, духовные сферы, тонкий план энергетический, управление человеческой душой. Это и есть этот Вельзевул. Мгм. Так. Людмила подписала какой-то контракт или соглашение с Вельзевулом, посещая эту церковь? Я вижу, снова идет какая-то, я слышу, мистика с этим треугольником над головой. То он был, считывался как женская косынка, как символ покорности. Мгм. Вот я вижу, что некоторые конфессии в христианстве, они требуют, чтобы женщины ходили в
косынках там на служение в церковь. Мгм. А сейчас она вот так это от нее отходит, этот треугольник, и он такой как бетонный стал, такой белый, и такая золотая каемочка внутри, как будто бы кто-то внутри прорисовал такую пирамидку, как будто золотом просто вставил туда. Мгм. Какая-то треуголка. И она это отдает кому-то в сектор магии. Магия. Кто-то берет эту Мгм. треуголку вот так, она превращается в черную треуголку. М. Так, кто это там в секторе магии приказываю ему проявиться, отвечать, кто он такой? Ну, странно, но я вижу Тараса. М. Так. Так, приказываю Тарасу отвечать, что он делает в пространстве Людмилы. Он говорит, что он организовывает, и от него идет так вниз, под этим эгрегором, еще ниже по пространствам. Мгм. Говорит основы целибата. Это слово целибат, что оно означает? Основы целибата, основы, и я вижу, оно вот так выглядит. Вот этот эгрегор этого угара, религиозного угара из зависти. Он построен на зависти. Мгм. Вот так он выглядит, как клизма, вот так вверх ногами. И такая вот эта штучка. И именно вот туда, куда показывает Тарас. Какой-то Мгм. иезуитский храм. Но я Мгм. храма не вижу, просто слышу. А сейчас вижу. Так. Там, а, там какой-то пол. Я вижу пол. Мгм. На полу белый, он разграфлен так. Белые черные квадраты. Ам, Кто-то ходит такой черный и такой звук очень противный. Кто-то Мгм. ходит, а кто-то как будто сидит или лежит на коленях на этом полу. Какая-то женщина. Так, кто эта женщина, Виктория? Читай. Что-то она плачет. Я слышу в угаре. Это Людмила. Мгм. Что же она там Так, делает? Она так, а вот такая... это кто там ходит, приказываю ему проявиться согласно физической ДНК. Какой-то человек ходит. Слышу изуит. Мгм. Какая-то орден. Что-то парафия, орден сейчас. Я вижу, что это Тарас ходит там. У него как будто бы, знаешь, такая одежда, сейчас я тебе скажу, М. как будто бы этого монаха какого-то. Мгм. И какая-то у него такая веревочка. И он что-то, как петля. А он вокруг вот так ходит. И М. когда он вот так ходит, эта женщина, она что-то плачет, молится, и она на него смотрит постоянно, оглядывается на М. него. Так, я этому человеку приказываю назваться, как его имя в том воплощении. Он называет себя Мгм. оазис духовного развития, духовной какой-то истерии или мистерии. Сейчас. Нет, истерии, какой-то истерики. То есть идет вот это, считываются вот эти энергии такого надрыва. М. Ам, Вот это угар, как религиозный угар, то есть какой-то фанатизм очень сильный на Мгм. основе именно зависти.
Он как бы завидует Людмиле, и он вокруг ходит. А она там... Мгм. Она прихожанка. То есть Мгм. он то ли ее воспитывает, то ли что-то он... Сейчас я посмотрю, что это Посмотри. было. Мгм. Ам, Я вижу, что вот ее лицо Людмилы, только молодое. Мгм. И она берет, она вот там то стоит на коленях, там буквально плачет, чуть ли не ползает по этому полу, то она встала, и у нее появилась такая лилия в руках. Лилия, и она вот так вправо глаза поворачивает, вот такие огромные, красивые глаза, но с таким выражением, а, считывается лубочная живопись, то есть какая-то икона. То ли с нее икону списали. Мгм. Сейчас я посмотрю. Да, Посмотри. точно. То есть я вижу, слышу писарь, он описывает а, вот этот надрыв. Она там как бы себя надорвала, как бы потеряла. И вот эта светлая энергия, вот этот эгрегор как груша такой, и как этот считывается сосок, откуда высасывается энергия. Вот именно в это событие, Мгм. да, это событие, оно считывается как преклонение, или она, да, она как будто вжилась в этот образ этой иконы. Мгм. И вот эта лилия — символ смерти. А вот этот писарь, он писарь себя сейчас называет, и оазис духовного угара. Он описывает ее где-то. Какие-то Мгм. тестаменты он пишет, какие-то куплеты вот такие. Вот. Я вижу, он берет ей на шею одевает такой, как петлю вот эту, с которой он ходил. Только вот эта петля стала как каменная. Мгм. И это именно вот это, которую она как стол, как рушник, как будто бы, да, но оно такое огромное, как каменный стол. Вот эта Так. петля, да. Так, приказывает Тарасу, что он делает. То есть этому монаху приказываю отвечать, что он делает в пространстве Людмилы, В что том он, воплощении. да, что он делает с этой петлей. Он говорит, что он превозносит ее гордость. А где гордость, если она там валяется прямо на полу? Мгм. Сейчас я посмотрю, почему гордость. А, так, сейчас. Я вижу, что она вот так смотрит, как бы не для себя это делает, а на показ. Вот эти глаза такие, знаешь, как на показ. Ну, как программы М. эти срабатывают, программы жертвы. Да, я поняла. Программа жертвы так срабатывает, что человек пытается доказать, что он хороший. Я вижу, что вот эта система, я слышу, зарождается, зарождение иезуитского ордена, ам, христианского повиновения. Мгм. И вот эта зависть, то есть зависть — это смотреть не ну, на какой-то объект во внешнем пространстве, сравнивать себя с чем-то другим, быть не тем, кем ты есть. И вот я вижу, как Людмила смотрит на этот портрет.
ну, на эту картину этой Девы Марии с этим М. цветком. И она как бы приравнивает себя к ней, то есть хочет достичь типа таких же самых духовных высот. Да, Понятно. Так, подписывает ли она какой-то контракт с этим да, монахом? да. То есть она Я покажет. вижу, что она как бы вот энергию такую, вот это, что я видела, как уходит такая, берет из души вот этот свет, переносит, уходит от нее, и вот это такой, как шар светящийся, а в него, как вот эта клизма, вот так встряла просто. И это считывается как отсасывать, как сосок отсасывать. Мгм. То есть вижу, сейчас я посмотрю, что это внутри за эгрегор. Он Мгм. выглядит вот так, как будто это театр какой-то. Знаешь, такие ложа в театре. Ага. А, вот откуда ложа. Масонская ложа, иезуитская ложа. Ну Вот, да. театр. Вот это театр действий. Это вот это театр жизни, не настоящей жизни, а на самом деле это смерть. Потому что жизнь с перспективой умереть – это не жизнь, это смерть. В эфирном пространстве все находится в одной позиции. Все здесь и сейчас. И рождение, и смерть. Смерть – это уничтожение, утилизация ошибочного явления, ошибочного произведения. Вот. Получается, что это мифическая структура жизни. И вот эти Мгм. ложа, вот, типа они создали такую картинку мира и Мгм. управляют ею изнутри. То есть не по конам развития и прогресса, и Мгм. эволюции, а по своим, то есть вот этот упадок, который неизбежен для антимира, они компенсируют, пытаются компенсировать манипуляциями, захватом чужих энергий. Мгм. Ам, То есть, получается, вот этот вовлекает в эту игру антимира, чтобы паразитировать на этих светлых Да, душах. Мгм. Так, хорошо. Давай посмотрим, что за контракт. Пусть Людмила его достанет, как он считывается. так, я вижу, как она вот отдает эту, она мягкая, это энергия любви. Это то, Мгм. что она почувствовала, вот когда 32 года назад упала там перед этой. Она свою душу эту почувствовала, потому что она проникла в то пространство мысленно. И Мгм. я вижу такие огромные ножницы черные отрезать. Я слышу от древа жизни. Мгм. Так, Виктория, я приказываю всем сторонам контракта этого проявиться согласно эфирным ДНК. Так, сейчас я их усмиряю, Мгм. потому что так Закроем банки приказывает. их. Мгм. Из сектора Приказываем инцидента замолчать. вырывается такая черная энергия. Это именно вот та энергия, которую я видела во сне, как это болото под Мгм. колесами этого автомобиля. То есть это устроенная схема противоречий, этот антимир. А вот это, что я видела как на днище автомобиля, это вот оно уходит к этому Тарасу. У Тараса эти ножницы. Мгм. Отрезает, да? И он отрезает эту пуповину от древа жизни. А древо жизни, я вижу, оно находится вот как здесь, в секторе принятия решений. Ой, да там Мгм. такое свечение. А у него вот петля такая, у него а, талия подвязана, эти одежды черные.
такой веревкой. Просто такая, как бечевка такая. И ножницы. Вот так, там ножницы. Я вижу, эти ножницы, это точно такие, как стригут овец. Не канцелярские, а как стригут овец, такие плоские. Я вижу вот этот символ «остригать овец». То есть вот эта руна, Угу. Рано. то есть руна, эту благодать божественную, естественную, состричь и оставить человека лысым, то есть без защиты. Фона Вселенной. Мгм. Так, а кто там, получается, еще в этом в контракте? Кто еще стороны контрактов? Так, вижу, появляется в секторе интерферентов. Мгм. Кто-то смотрит вот так себе вниз на вторую чакру. Какой-то Так, ангел черный с черными руками. приказываю этому ангелу назваться, кто он такой. Он говорит, что он падший ангел. Мгм. Люцифериус. Свет божественных очей. Так, понятно. Так, кто-то еще есть, Виктория? Ну, Стороны прикажи, контракта. пусть все проявятся, кто там. Мгм. Кто еще есть? Стороны контракта приказываю проявиться. Ну вот сейчас над этим Люцифериусом появляется как гнездо, Мгм. и там такие звуки, бух, 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 и кто-то там, как будто бабка-ёжка, знаешь, Мгм. выбивает кренделя правой ногой. Мгм. А у этой бабки-ёжки такой борода с носа растет, глаза. Мгм. Так, И и это... чувствуется как воплощенный дух. О, Илья Мамаев, то есть сейчас он, этот дух, Мгм. э, Понял. Так, хорошо. понятно стало. Я подумала, и мне стало понятно. Смотри, высшее я, то есть высшие аспекты души, есть у всех живых душ в священном пространстве. Те души, которые наполненные любовью, выполняют миссию одобрения слышу первотворца. То есть они выполняют миссию по распространению любви, добра, гармонизации пространства. Они как Мгм. рассевают любовь и гармонию вокруг себя. Просто рассевают и берет, кто хочет. А у них тоже такое же есть. У них тоже есть высшие аспекты души, только темные. Мгм. То есть и вот Да. высшее я их находится вот там внизу, потому что они выбрали тьму, а не свет. Они даже сейчас, а, как говорится, во время прогресса, когда человечество там достигает таких высот в познании и человеческой души, и космоса, и технологий, и весь мир, это же тенденция стремиться к доброте, к любви, то они пропагандируют, наоборот, насилие, ложь, Мгм. а их вот эти, то есть их высшее я находится там, а они вот воплощаются. То есть как будто я слышу так, берут по кусочку от этой темной души и воплощаются, выполняют эти программы. Хотя у каждого из них есть внутри вот а, искорка жизни. Они не могут умереть. Пока их сам Творец не уничтожит. Придет время, и они будут как бы осуждены, но пока они не могут умереть и не могут вернуться к первоисточнику, потому что они уже потеряли свой потенциал, зашли за грань, я слышу. Мгм.
и паразитирует. Поэтому Да, да, понятно. Так, значит, вот этот с бородой, это дух. да. Мгм. Хорошо, Виктория, давай посмотрим условия контракта, на что Людмила согласилась. Ну, я вижу на физике это выглядит, ну, не совсем на физике, потому что раз проявляется с этими ножницами. Слышу изуит. И Мгм. вижу, как он отрезает пуповину, именно пуповину. Вижу Родового живое древа. пространство, да, вот где Мгм. сектор принятия решений, вот в этой стороне. Это как древо жизни, то есть он отрезает этими ножницами и одновременно идет, как будто бы отстригает вот такую от овечки, такую шкурку. Ну, не шкурку, а эту мех ее, Мгм. таким пластом. Ага. То есть Людмила согласилась жертвовать Она ее энергией. согласилась, я вижу, не просто жертвовать, а заложить основу иезуитского ордена. То есть им нужна была женская энергия любви, прогресса, развития, для Мгм. того, чтобы эта вся конструкция, вот этот их дом, я слышу, это дом, то есть вот это как театр, это их дом. Вот почему они, э, как их, строители Ложа. типа. Ага. Строители, ложи, то есть вот оно все тут. И им нужна, Построили этот да, театр. Мгм. тут нужно было ее решение. Так. Я слышу отстричь, остричь, остричь, что остричь, что... Так, пусть Тарас, пусть Людмила показывает, что она позволила остричь. Мгм. Я вижу, она как бы постриг, типа, в какое-то монашество. Может, она первая монахиня, потому что я вижу, как она вся такая светящаяся и такая, даже одежда на ней светилась. А после этого слова я услышала постриг. Я вижу, как будто в металлические такие, знаешь, как будто это рыцарские доспехи, как домик такой, и так чух-чух-чух, все закрывается, и она уже появилась в таком всем, как в коробочке. Какие-то вот эти, Мгм. ну, Стригли. ну, как эти металлические не роботы, как они, одежда типа для рыцарей, что человек весь там сидит внутри. Я вижу, что такого никогда не было, наверное. Ну, Что типа это программа. экзоскелет. Да, Экзоскелет называется. и я вижу, М. что она вот так просто это все как превратилась как металлического рыцаря. То есть внутри она, и только такая вот прорезь, и она вот так смотрит. Мгм. Ограничение поля вида. Раньше. Вот она, потому что она считывала информацию до этого вообще всем, даже одеждой своей. То есть вот это вся. А сейчас это все закрыто. Она это приняла. Только маленькая полосочка обозрения поля, Мгм. осознание, что происходит. И она говорит, что она согласилась создать эгрегор. Вот это как ее энергия внутри, Мгм. а сверху такой, как кол. Как будто бы, это ножницы вот эти, знаешь, как они вот это... Я видела такие ножницы, как овец стригут. Они плоские такие, большие. Мгм. Так, ну хорошо. Спросила Людмила, видит ли она этот контракт, на что она пошла, на что она разрешила. Да, Мгм. я вижу ее там, когда она там упала в Москве перед этой иконой, и я вижу, она берет эту икону вот так, и этой иконой, знаешь, по голове этому
Чернцу. Мгм. Вот. Хорошо. Вижу, что время вот так вот отматывается, она отменяет это событие. И вот эти спираль пошла, и она вот раз появилась в том воплощении. И Мгм. я вижу, как она посмотрела сзади себя, увидела эти энергии и отрезает. Я ей передаю, что Людмила хочет расторгнуть все контракты с антимиром, со всеми этими интерферентами, и пусть она приказывает им забирать. Ихними руками все их воздействия, ложь, обман призывает силы кармы, отдает им все чужеродное и призывает все ее частички, души, энергию, потенциал к ней назад, очищает. Я вижу, что она как будто бы вот так была с этим Тарасом под руку. Он ее привел туда, и она вот руку свою выхватывает Мгм. и поднимается в сектор миссии. И вот это идет такое, как будто она разрезала, знаешь, разрезала лента такая, знаешь, которая вот открытие дома Мгм. или чего-то там. Объекта там. Ну, Мгм. объекта, да. Вот разрезать этими ножницами, то есть открыть, постричь. Мгм. Я вижу, что она отдает эту карму, и она от ее пространства, от высшего я, как огромный камень туда сваливается, прямо в тот портал, где она там на этом полу была. Мгм. Я ей передаю, что ее рациональная часть хочет вернуть все ее частицы души, все ее решения, отменить, где она решала соприкасаться с антимиром, Мгм. контракт. Да, пусть она расторгает этот контракт с этим Вельзевулом, Люцифером, Тарасом, забирает всю ее энергию из того эгрегора, который был Да, создан эгрегор. я вижу, Уничтожит. она смотрит, где он, этот, ну, в том воплощении, этот иезуит, он ей что-то показывал. Там вот эти, храм такой или это, что-то такое, как эти, как в храме, не в храме, а там тоже такие хоры называются. Тоже как в Мгм. театре такие ложи. Ну, ложа эти, Да, и балкончики вот эти. да, он ей показывал то есть ставил в пример что-то. И она туда посмотрела и увидела вот эту икону черную с этим цветком смерти. И она выходит. Я ей передаю, чтобы она убирала все эти причины, по которым она туда пришла, чтобы она расторгала этот контракт. И я вижу, как она вот так взяла, вытянула, как простыню из этого укола черного, то есть забрала свою энергию с этого эгрегора. И я вижу, как слезы, какие-то слезы, как бусики посыпались, как стеклянные бусы, скачут по полу, и она собирает их. Я передаю, чтобы она отменила вот этот весь ее религиозный экстаз или угар, да, Угар. и Мгм. отменила свое ее решение постричься в эти служители этого культа иезуитского. И она как Мгм. будто, я вижу так, и вздохнула, как просыпается, поднимается вверх. Мгм. И Так. эти ножницы уже, как ее отрезали, то я вижу, как эти ножницы отрезают уже этот сектор магии.
И это Наташа с этой книжкой Мгм. полетела вниз. И Тарас почему-то на нее встал на колени и начал молиться. Так. Что это он такое делает? А я слышу карма. Он Мгм. заставлял ее падать на колени и молиться. А Понятно. она вот так стоит, у нее такой большой меч. А левой рукой она показывает на свет первоисточника. И так громко-громко говорит. Она говорит, Творцу помолись. Мгм. И все это пространство уходит. Она взлетает как ангел вверх Мгм. Хорошо. и снимает такую полосочку с глаз. Я ей передаю, чтобы она избавилась от всех этих имплантов. Так, поворачивает, мне показывает за крылья. И в позвоночник туда идет подключка в сектор магии. В секторе магии кто-то стоит, так пух, накачивает энергию. Приказывает накачивателю проявиться согласно физическим ДНК на М, наш момент. Вижу Илья. Мгм. Так, что он делает? Приказываем отвечать. Ну, он говорит, Что он что он там? помпует, помпа. У него помпа. И я вижу, как в пространстве Людмилы, вот как точная копия этого эгрегора. Как груша такая, клизма. Мгм. Вот. Так. Так, что он, какую энергию закачивает? Ну, вот этого Что Вельзевула. сделал? Мгм. Да. Так, ну, Илья вторгся в пространство Людмилы, пусть она приказываем Илье забирать все его воздействие, пусть он его же руками забирает все и забирает карму за насилие. Я вижу, как Людмила выбросила этот, такой как сетка. Огромный этот символ цельнозора. Он как Мгм. паутина. Но она такая, знаешь, сейчас считывается хрупкая. И она отодвигает это на него, и его вот так обволакивает, как груша это делается. Его обволакивает все. Вот, и оно такое рыхлое, разрушается, то есть не имеет уже силы. Мгм. Так, а почему Людмила хрупкая? Так не Людмила хрупкая, Это вот этот эгрегор, дух, символ, символ символ цельнозора Зора. хрупкий. Понял. Хорошо, так. Пусть Людмила запрещает этому Илье вторгаться в ее пространство. Все Да, подключки, какой-то крючки, контракт у нее, да. зацепки. Ага. Пусть покажет это контракт. Что это за контракт? А вот на уровне колен какая-то рука вытаскивается черная из сектора интерферентов а, с ручкой на Мгм. таком светящемся листе. Слышу контракт благополучия. Мгм. Так, давай посмотрим, Виктория, события, когда это контракт благополучия был заключен Людмилой. Что это было за событие? Смотрю, Мгм. она вот там, где в этом храме иезуитском была, и она там, помнишь, я говорила, что она как бы понарошку, вот эти энергии считываются. И я Мгм. вижу, как она смотрит на эту икону, а с этой иконы там кто-то смотрит на нее. Там вот Мгм. во лбу есть такая энергия, как глазик такой. Смотрит, и она договаривается. Так, сейчас я посмотрю. Мгм.
О, а это я. То есть вот эти все иконы, идолопоклонство, оно не может быть построено ни на чем. Они всегда вот эту энергию жизни у людей воруют. И я слышу, как мы договариваемся. Я Мгм. слышу, договариваемся о возмездии истины, правды. Мгм. То есть я вижу, что в этом антимире ну, они не могут построить мир без не на истине, то есть вперемешку все. И считывается информация и из темного плана, и из светлого. И вот ее божественная душа говорит на подсознательном уровне с моей божественной душой. Мгм. Так. Говорим о распаде эгрегора, власти Ильи, я слышу. Мгм. Так. И о чем вы договорились? Так, вижу, это черная рука. Она Так. говорит, я пойду на попятную, Мгм. отрекусь от своего сознания. И я вижу тот сеанс с Тарасом. Мгм. Странно. Но задавай какие-то вопросы, потому что Так. я что-то не Сейчас. понимаю, где я есть. Так, сейчас соображу. 5 секунд. Так, она вот открестилась от сознания. Что она сделала? Что это за ее решение? А вот эти, я слышу, кар, то есть что-то связано с блокировкой ее видения, сознания. И это повлекло за собой не только блокировать способность заказывать у Вселенной какие-то Благо. действия, ну да, Мгм. благо, а также я слышу заказать, а смысл есть в украинском языке слово заказать, но Мгм. еще означает негативное, то есть как запретить. Ага. То есть я вижу, что это слово заказать, оно имеет как двустороннее значение, то есть заказать себе можно Мгм. хорошее, и тут же, то есть идет вот так. И что она заказала как будто бы, ну, Так, то что есть запретила. запретил? Я ж хочу Заказала сказать, запрет. а слышу что, и мне хочется аж говорить, я ж настраиваюсь, да. Мгм. То есть она Так, как бы хорошо. запретила себе. Я ж хочу перевести на Мгм. человеческий язык. Заказала себе добро, то есть запретила. Так, хорошо, Виктория. Хочу узнать, кто еще стороны контракта. Вот это благополучие. Приказываю всем сторонам контракта проявиться. Появляется вот это шумное гнездо. Угу. Считывается Ильинский эгрегор. Ага. И там вот с правой стороны вот эта бабка Ёшка, ну, я так шутя, да, она там Угу. кренделя выбивает правой ногой. Это программа. Кто это такой? А это как Дух. сам Илья. Угу. Вот. Так, что в контракте, Виктория, связано с Ильей? Я слышу отдать добро, Угу. благополучие, радость. А, Угу. Вот этот свет. Другими словами, свет. А Понятно. Тарас, ну, а в Тарасе, через Тараса это программы так сработали, потому что в нем вот эта зависть была. Ну да.
Так, Виктория, а что произошло во время этого сеанса, когда Тарас с Людмилой проводили этот сеанс? Что в эфирном плане произошло с Людмилой по отношению к этому Я Тарасу? вижу, что это связано вот с этими машинками. Сработала их этот эгрегор, и я вижу, как тот момент, где Людмила там в том воплощении сидела на этом полу шахматном, Мгм. они насыпали такую кучу болота. Мгм. То есть, Эти энергии, да, завязанность. да, то есть она закрыли. Таким образом был закрыт этот фрактал расчищения истины. То есть то, что Мгм. она должна была по законам Вселенной и по миссии ее священной души понять, разобрать, обличить, расторгнуть контракты. Это было закрыто. Мгм. Так. Вот это значит, она отдала добро, радость, свет. Что Людмила получила взамен? Я слышу метко и вижу такая штука, как закрытый глаз, один М, правый глаз. Знаешь, как вампирская, ой, Да-да-да. пиратская это Да. повязка и треуголка на голову. Так, а треуголка что обозначает? То есть, что это Оно за же программа? символ вампиризма, мародерства и пиратства. Мгм. Понятно. Так, Виктория, хорошо. Что-то еще в контракте есть такого, что нам нужно обличить или увидеть? Все мы. Главное. Да. Мгм. Хорошо, спроси у Людмилы, видит ли она этот договор, что она договорилась с тобой, эти Да, условия. она Мгм. Так, Людмила, сознание ее рационально хочет расторгнуть контракты с антимиром. Пусть она по поводу этого контракта сделает то, что она запланировала, то, что она сейчас хочет. Расторгнет договор с антимиром, вернет все ее, все чужеродное отдаст в антимир. я вижу, как два сюжета разворачиваются, Мгм. один против другого. Вот этот глазик с этой иконы Божьей Матери выходит, договаривается, пожимает руку с глазиком Людмилы в том воплощении, с ее энергиями. И эта икона пац и упала. Мгм. Вот, а, Людмила вот так отцепляет от себя, и эта черная одежда с нее спадает с этими крыльями. И я вижу, как она вот так вытаскивает этот шар, который вот Илья там, как помпа, накачивал. Она ему Мгм. это все отдает, а ее божественная энергия возвращается к ней. Я ей передаю, чтобы она очистила все ее пространство, вернула все частицы ее божественной души, и много-много искорок к ней возвращается. Приказывала всем интерферентам и всем Мгм. колдунам и всем насильникам убирать их магию их же руками. Я вижу, что она встает из колена и снимает вот этот имплант, преклоняться. Ну, вот это, знаешь, восхищение. Ой, Николай II, ой, Дева Мария, ой, там еще кто-то. То есть Мгм. такого не должно быть. То есть это идолопоклонство. Нужно судить о человеке по его делам, а не по его каким-то ам, выдуманным этим. Мгм. Да, это Она снимает это хорошо. как этот имплант из ноги. Эти черные крылья уходят. И, ой, как интересно. Вижу, от нее такой свет идет. И вот этот эгрегор, дом, который называется, вот этот, Мгм. он как раз начинает Я таять.
театр этот тает Мгм. буквально. Хорошо. Свет такой идет сверху, и там такой шухер начинается. Они начинают что-то прятать, бежать туда. И Людмила забирает ее энергию из этого эгрегора, Мгм. и этот храм тоже сыпется. Я передаю, чтобы Людмила расторгла все соглашения, все контракты с антимиром, приказывала этому Вельзевулу убирать все воздействия на нее, на ее божественную душу, и выталкивала все эти негативные программы, стирала со всех информационных полей все эти негативные события, отправляла на полную аннигиляцию все чужеродные энергии. Мгм. Эгрегор тоже. И да, все чужеродное пусть она просмотрит на всех ее уровнях, во всех временах, отсоединит, отделит все чужеродные энергии, конструкции, подключки, отправит в антимир на аннигиляцию туда и очищается, поднимается вверх. Вижу к левой ноге, к большому пальцу, какая-то бомбочка привязана, она уменьшается. Сейчас я... это вот эта черная энергия уходит. Я ей передаю, чтобы она вернула все ее благополучие, достаток, счастье, радость, гармонию, наладила отношения с своим высшим я. Она такая, знаешь, очень как ангел, но считывается такая strong, сила. Мгм. Мгм. Вот, то есть это противовес, вот как этот рушник был каменный, а сейчас она вот такая, то есть она это убрала, ничего нет, я все ее проверяю, я ей передаю, чтобы она расторгла контракты со всеми этими Интерферентами, интерферентами магами, и насильниками. убрала Мгм. подключку к этой Наташе, забрала ее энергию с их Мгм. отношений, да, она уходит. Так, Хорошо. и так вырывается, как пуповине она тянется, и петля. Вот видишь, как оно работает, как они автоматически. Я передаю, чтобы Людмила вот выталкивала эту петлю, Мгм. она, да, Пусть все. приказывает Тарасу забирать все его воздействия, ложь, обман, Я вот не хотела говорить Тарасу, да, потому что я его увидела, монаха. что эта петля вот туда ушла. А ты правильно все сказал. Мгм. В Вот этом так все воплощении, чистится. да? Мгм. Мгм. Тоже. Хорошо. Так, ну ладно, тогда поднимаемся, Виктория, максимально вверх. Отсоединись, Виктория, от всех ситуаций, Да. от всех и всего. Мгм. Так, Сейчас посмотри. почищу все. Почисти. Вот этот квадрат, что я замораживала. Вот Мгм. тоже я это все на полную аннигиляцию, все сжигаю, Выжигаем. чищу все наше пространство и наполняю, я слышу наш быт Мгм. энергиями благополучия, счастья, здоровья, любви, молодости, гармонии и процветания. Наполняем. Хорошо. Так, ну хорошо, Виктория. Спроси у Людмилы, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. Да? Мгм. Ну, отлично. Наполняемся энергиями жизни, гармонии, любви, Мгм. счастья. Тогда прощаемся с Людмилой. Мгм. Хорошо. Проверь еще раз твое пространство, все ли в порядке. Да, все хорошо. Мгм. Хорошо. Я посчитаю, Виктория, от 1 до 3. Ты выйдешь в физическую реальность, где я с тобой разговариваю, и будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся. Интересненько, да? Да. Интересненько сюжетик-то закручен. И смотри, сколько О, лет. М, Я, главное, что удивлялась, я отказалась от эгрегора церкви, но это же за мной идет, я чувствую, любовь-то не утихает во мне все открыто. Конечно, очень больно, когда
люди используют эту любовь в своих интересах, все это. Но я как-то, ну, прощаем, буду говорить. Ну, что Все во делать? благо Да, нас и отказываться благо я не Вселенной. собираюсь. Абсолютно верно. Очень интересно. Ну, смотри, Люд, и это еще раз доказывает, что блоки вот так не уходят, Нет. что расторгли контракты, и нужно какое-то время, чтобы оно реализовалось здесь, в физической реальности. Мало того, одни контракты уходят, и оголяются другие контракты, более глубинные. Это вообще очень интересно. Очень Мгм. интересно. По мне мурашки бегали. Ой, просто удивительно. Просто удивительно. Да уж. Еще в конце я уже выходила, Ага. и я видела, как мы друг другу что-то как бы передавали и передали эстафету. То есть мы там все сговорились, это видела уже много-много раз. Знаешь, что я думала? Помнишь, ты альфа, я омега. Обе урания. Ну, у меня редко это проявляется, потому что я не настолько сильна, как ты, Мгм. своим духом. Но оно все равно идет рядышком. Ты Не должна была... надо сравнивать. Это Нет, нет, не то. неправильно. Никто не Хорошо. знает, кто, и это вообще не То важно, есть, просто каждый выполняет свою работу. Если я умею играть на пианино, и меня посадили в оркестре играть на пианино, то это не означает, что я лучше играю, чем там на тромбоне кто-то. согласна. Понимаешь? Согласна. То есть Да. это вообще нельзя сравнивать. Вообще нельзя сравнивать никого ни с кем. Потому что каждый абсолютно совершенный. Просто до конца еще, возможно, что-то не раскрыл в себе, еще чего-то не понимает. Мы все прекрасные. Мы все божественные, просто нужно очиститься. Нам ничего из внешнего не нужно. У кого-то брать, отбирать. Нам просто нужно лишнее убрать из себя, очиститься и Согласна. раскрыть вот эту внутреннюю гармонию. Каждый должен себя совершенствовать. Любви. Благодарю Мгм. за все, что мы Да, классно было, интересно.